Вспомни самого умного человека, которого ты знаешь. Возможно, это твой друг, коллега или, если быть до конца честным, это ты сам. Этот человек может часами рассуждать о геополитике, экономике и психологии. Он видит чужие ошибки насквозь. Он постоянно учится, слушает подкасты и всегда знает, как надо было сделать. А теперь задай себе один очень неудобный вопрос. Сколько у этого блестящего стратега денег на счету прямо сейчас? Смешно и горько одновременно, но чаще всего ответ – почти ничего. В то время как человек, который с трудом окончил школу и никогда не читал умных книг про инвестиции, уже купил недвижимость, открыл свое дело и живет так, как ему хочется. Это не сбой в матрице и не случайность. Это жестокая биологическая и психологическая закономерность. И сегодня мы разберем, почему высокий интеллект – это не гарантия богатства. Более того, я покажу тебе, как именно твой острый ум прямо сейчас ворует твои деньги, разрушает твое здоровье и загоняет в замкнутый круг. В школе нас убедили в одной очень опасной лжи. Хорошо учись, знай больше всех, давай правильные ответы, и твоя жизнь будет успешной. Но школа не учит законам денег. Школа не учит нейробиологии. Она учит быть удобным. Первая и самая болезненная проблема умного человека заключается в том, что его интеллект не отменяет эмоции. Интеллект не отменяет тревогу, стресс или банальное животное желание получить удовольствие прямо сейчас. Твой ум просто становится гениальным, высокооплачиваемым адвокатом твоих слабостей. Представь ситуацию. У тебя на карте лежат свободные 100 тысяч тенге. Обычный, не склонный к рефлексии человек пойдет и просто спустит их на что-то ненужное, потому что ему так захотелось. Он понимает, что совершил глупость и живет дальше. Умный человек сделает абсолютно то же самое. Он тоже потратит эти деньги. Но он никогда не признается себе, что это была глупость. Ему нужно оправдать свою трату. Когда ему хочется спустить эти 100 тысяч тенге на новый гаджет, дорогую одежду или роскошный ужин, его мозг за долю секунды выстраивает идеальную логическую цепочку. Новый телефон нужен мне для работы – это инвестиция в продуктивность. Дорогая одежда поможет мне выглядеть увереннее на важных встречах. Заказ готовой еды каждый вечер экономит мне 2 часа времени, которые я потрачу на саморазвитие. Звучит безупречно, правда? Ты читаешь отзывы, находишь скидку и чувствуешь, что принял абсолютно взвешенное, рациональное решение. Ум помог тебе оптимизировать покупку, но он специально не задал тебе самый главный вопрос – а нужна ли тебе была эта вещь вообще? Правда в том, что сэкономленные на готовке часы ты проводишь, листая ленту соцсетей, а инвестиция в продуктивность просто приносит тебе минутный всплеск дофамина. Твой мозг тебя обманул, используя твой же интеллект. Но парадокс в том, что если в тратах умный человек действует быстро, прикрываясь логикой, то когда дело доходит до накоплений, он внезапно нажимает на тормоза. В психологии это называется паралич анализа. Чем больше ты знаешь, тем больше рисков ты видишь. Умные люди обожают создавать сложные системы. Прежде чем начать откладывать деньги, им нужно досконально изучить уровень инфляции, понять, как работают акции, выбрать идеальный банк, проанализировать геополитические риски. И пока умный человек сидит в кресле и ничего не делает, пытаясь понять, куда выгоднее вложить 100 тысяч тенге, чтобы не потерять процент, менее образованный человек просто открывает обычный депозит и каждый месяц закидывает туда часть дохода. Он не боится инфляции, он не думает о мировых кризисах. Он просто делает, ошибается, исправляет, делает снова. В итоге через 5 лет у него есть капитал, а у умного человека только история поиска в браузере о том, почему инвестировать сейчас слишком опасно. И здесь мы подходим к самому главному, к корню проблемы, о котором почти никто не говорит. Это неразрывная связь твоего кошелька, твоего физического здоровья и твоего мозга. Особенно сильно ловушка импульсивных трат и самообмана захлопывается после тяжелого рабочего дня. Ты приходишь домой, выжатый как лимон. Твой мозг истощен, уровень стресса и гормона кортизола зашкаливает. В этот момент префронтальная кора, та самая часть мозга, которая отвечает за логику, планирование, дисциплину и мысли о будущем, просто отключается от усталости. Ей не хватает энергии. Управление берет на себя лимбическая система, древняя часть мозга, которой срочно нужен быстрый дофамин, чтобы снять стресс и почувствовать безопасность. И что делает умный человек? Он ищет быстрое удовольствие. Он заказывает дорогой, но вредный фастфуд, который разрушает пищеварение. Он скупает ненужные вещи. Он тянется к алкоголю или дешевым развлечениям, чтобы расслабиться. Мозг шепчет: «Я столько работаю, я решаю такие сложные задачи. Неужели я не заслужил порадовать себя?»
Ты сливаешь деньги и гробишь свое тело только ради того, чтобы дать уставшему мозгу минутную иллюзию счастья. Получается разрушительный замкнутый круг. Ты жертвуешь своим здоровьем и нервной системой, чтобы заработать деньги, а потом тратишь эти самые деньги на дешевые стимуляторы, окончательно добивая свое тело. Твой умный мозг обманул тебя дважды. Богатство невозможно накопить и удержать, если твой организм постоянно работает в режиме выживания, а тело разрушено хроническим стрессом. Финансовая свобода начинается не с таблицы доходов и расходов. Она начинается со здорового тела и ясного ума, способного противостоять дешевому дофамину. Ты убеждаешь себя, что это временно. Просто сейчас тяжелый месяц, я устал. Вот со следующей зарплаты я точно высплюсь, начну питаться нормально и буду откладывать. Но проходит месяц, появляется новая причина. Твой доход растет, но свободных денег почему-то не прибавляется. Это инфляция образа жизни. Если раньше ты зарабатывал условные 200 тысяч тенге и как-то жил на них, то начав зарабатывать 500 тысяч, ты не откладываешь разницу. Твоя норма незаметно повышается. Появляется такси комфорт-класса, вещи подороже, привычки становятся более затратными. Повышение дохода просто дало твоим расходам больше пространства. Как выйти из этой комнаты с кривыми зеркалами, где ты постоянно проигрываешь сам себе? Решение бьет по эго, но оно работает. Перестань пытаться быть умным, перестань полагаться на силу воли. Она конечна и исчезает к вечеру вместе с твоей энергией. Начни создавать примитивные бездушные системы. Самая глупая ошибка – это сказать себе «я отложу то, что останется в конце месяца». Мозг воспринимает любые деньги на основной карте как разрешение их потратить. Накопления должны работать как алгоритм. Самое важное решение принимается один раз. Какая сумма уходит на другой, скрытый от глаз счет в ту же секунду, когда поступает доход, до того, как ты успеешь подумать. Плати сначала себе, своему здоровью и своему будущему, а потом всему остальному миру. И второе. Введи искусственную задержку. Установи железное правило: любые незапланированные траты свыше 50 тысяч тенге ты оплачиваешь только через 24 часа после того, как захотел это купить. Дай своему гениальному уму сутки на то, чтобы эмоции остыли, кортизол упал и включилась префронтальная кора. Ты удивишься, сколько вещей тебе на самом деле абсолютно не нужны. Ум – это великий инструмент, но только когда он работает на твое будущее, а не защищает твои минутные слабости. Рынок не вознаграждает за правильные мысли в голове, он вознаграждает только за системные действия, ясный ум и способность управлять собой. А теперь давай проверим, насколько честным ты можешь быть с самим собой. Спустись прямо сейчас в комментарии и напиши только одну вещь. Какую самую нелепую, но логичную отговорку придумал твой мозг за последний месяц, чтобы заставить тебя спустить деньги под ноль? Напиши это честно, без оправданий. Давай посмотрим, сколько нас таких слишком умных, которые сами себя обманывают. Если этот разбор помог тебе снять розовые очки, подписывайся на канал. Здесь мы снимаем иллюзии и смотрим на то, как реально работают наши мысли, наше тело и наши деньги. Увидимся в следующем видео.